Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» – это прежде всего основанная на реальных событиях историческая драма. Но при внимательном, вдумчивом просмотре зрителю откроется еще и сложность характеров героев, драма их чувств и отношений. В эту личностную драму очень полезно вникнуть. Ведь и в реальной жизни нам порой могут встречаться люди, в чем-то похожие на Эрнеста Бёркхарта в исполнении Леонардо Ди Каприо. Психологические особенности личности и поведения этого киногероя подскажут внимательному зрителю, в чем же могут быть главные точки риска в отношениях с подобным человеком и что желательно предусмотреть. Итак, Эрнст Бёркхарт. Изначально это простодушный, довольно искренний, по-своему добрый, тянущийся к уюту и спокойной, размеренной жизни человек. Таким он сходит с поезда. Далее мы увидим, что он еще и наивный, легко поддается чужому влиянию. О таких в обыденной жизни иногда говорят «человек со слабым характером». Впрочем, в каких-то мелких делах Эрнест Бёркхарт порой может проявлять и собственную инициативу. Не упускаем из вида такие качества Эрнеста Бёркхарта, как выраженная потребность семьи и дома, наличие чувства отцовства. Вспомните, как он играет со своим ребенком на полу в доме. Вспомните, как переживает сообщение о смерти младшей дочери. В общем-то, Эрнест Бёркхарт и не самый плохой по своим задаткам человек. Брак Молли и Эрнеста – очень жизненная ситуация. На таких мужчинах действительно порой останавливается выбор более сильных женщин. А кто-то из их близких или друзей может при этом еще и поддержать. Да, он неплохой парень, надо только держать в руках. Вспомните, что сестры и подруги Молли в целом одобряют ее отношения с Эрнестом. Молли же, соглашаясь на брак, несомненно заметила и оценила наивную откровенность Эрнеста, его желание иметь дом и семью, отсутствие личных амбиций. Кстати, на реальном судебном процессе реальный Эрнест Бёркхарт на вопрос о профессии ответил: «Я не работаю, я женат на индианке из Осейджей». В глазах Молли, в ее именно ситуации, это могло быть скорее плюсом Эрнеста, чем минусом. Ведь ей не столько нужен был мужчина, способный обеспечивать материальное и социальное положение их семьи, сколько она нуждалась в именно личных отношениях и отце для своих детей. Конечно же, Молли надеялась и на чувства к ней Эрнеста Бёркхарта. У самой Молли, несомненно, более сильный характер, она более собрана, целеустремленна. При этом Молли вовсе не эгоистична, она обладает чуткостью и эмпатией. Давайте вспомним один из начальных эпизодов. Эрнест вызывается подвезти Молли домой и уже усаживает женщину в свою машину, но затем он по-мальчишески отвлекается на проходящие в это время автомобильные гонки. Кстати, уже в этой незначительной, казалось бы, детали проявляется характер Эрнеста Бёркхарта. Он не может сосредоточиться на необходимом, удержаться на чем-то действительно важном для него. Он не имеет определенной четкой линии поведения. Он отвлекается, попадает под влияние случайных событий. Молли же спрашивает у вызвавшегося отвезти ее домой Эрнеста: «Вы делали ставку?» Услышав в ответ «нет», она продолжает: «Тогда поехали». Можно предположить, что Молли согласилась бы и подождать, если бы вызвавшийся водитель делал ставку и был бы действительно заинтересован в результате. Позже Молли долгое время будет принимать и любить Эрнеста таким, каков он есть. В одном из эпизодов Молли рассказывает свой сон. «Ты рассказывал мне свои секреты, а я складывала их в коробку. И затем мы спустились к реке и бросили эту коробку в воду. Мы были счастливы». Любил ли Эрнест Молли? В принципе, Эрнест Бёркхарт выбирает женщину по своему вкусу. Еще в самом начале фильма, в разговоре с дядей, он говорит, что ему нравятся пухленькие, мягкие женщины. Молли именно такая. И Эрнест ведь действительно очень любит Молли. Только это очень
по его личной шкале чувств, относительно его личного умения любить, его индивидуальной способности к любви. Эрнест любит как может, как умеет, как у него получается, насколько у него хватает сил любить и защищать свою любовь. А сил этих у него оказывается не так уж много. Он ведь, вспомним, слабый, бесхарактерный, безответственный человек. В этом главная проблема чувств и отношений Молли и Эрнеста. На самом деле и слабый человек может порой отчаянно и, что называется, до последнего защищать свою семью. Если исключительно в этой семье, в этих отношениях сосредоточены все его личные интересы, вся его жизнь, то он и будет бороться за своих близких, как за самого себя, насколько хватит сил. Но особенность ситуации и проблема Эрнеста Бёркхарта в том, что у него, кроме Молли и собственной семьи, есть еще один центр жизненных интересов, связей, влияния. Это его дядя Уильям Хейл. А интересы Хейла оказываются прямо противоположными интересам Молли. Вот Эрнест и разрывается между этими двумя своими центрами жизни, двумя собственными ролями. С одной стороны, он вроде бы действительно любящий муж и отец, а с другой стороны, он участвует в убийствах родных Молли и вводит жене переданное от дяди лекарство, уже подозревая, что оно может быть ядом, отравой. Давайте вспомним эпизод, в котором мучимый сомнениями Эрнест в отчаянии и сам глотает немного предназначенного для Молли снадобья. Это его отчаянная попытка защититься и оправдаться перед собственной совестью. Он, мол, и сам же то снадобье отпивал, на себе проверил. Он, мол, не участвует сознательно в убийстве собственной жены. Хотя в глубине души он, конечно же, обо всем догадывается и трусливо лицемерит, надеясь, что небольшая одноразовая доза медленно убивающего жену яда не принесет ему большого вреда. Агент ФБР Том Уайт позже спросит Эрнеста: «Вы хороший человек?» И Эрнест с почти детской наивностью ответит, что, мол, да, он хороший человек. И в этом есть часть правды. У Эрнеста действительно есть неплохие задатки. Но если на слабого человека, пусть даже и с неплохими задатками, влияют плохие, злые люди, то вот такой результат, как в фильме, и может порой получиться. Уильям Хейл, дядя Эрнеста Бёркхарта, человек совсем иных качеств. Он умный, волевой, расчетливый, циничный. Вначале именно дядя предлагает Эрнесту начать ухаживать за Молли. Он упоминает о том, что Молли – чистокровная Осейджа, и, следовательно, ей принадлежит значительная часть нефтяных доходов. Уильям Хейл говорит о возможной женитьбе племянника. Это хороший бизнес и ничего нелегального, хорошие инвестиции. Надо сказать, кстати, что американцы действительно отличаются умением делать хорошие выгодные инвестиции в самом широком смысле. Но вот когда Эрнест действительно влюбляется в Молли, дядя вроде бы забывает о своих же собственных словах и советах и спрашивает племянника: «Ты точно решил жениться? А ничего, что она индианка?» На самом деле противоречия здесь нет. Ведь дядя предлагал племяннику выгодную инвестицию в виде брака с индианкой, а Эрнест хочет жениться на Молли по любви, по-настоящему. И это, по мнению Уильяма Хейла, совсем другое дело. О таких, как Эрнест Бёркхарт, порой говорят «большой ребенок». Но если в детях наивность, доверчивость, послушание приветствуются или умиляют, то во взрослом человеке такие же качества часто ведут к большим проблемам. Не случайно есть даже поговорка «простота хуже воровства». Уильям Хейл с удивительной легкостью манипулирует своим племянником почти как ребенком. Показательно, что в фильме даже появляется сцена, в которой дядя подвергает Эрнеста унизительному физическому наказанию, именно как ребенка.
Когда Уильям Хейл требует, чтобы Эрнест подписал завещание на его, Уильяма Хейла, имя, у зрителя пропадают даже малейшие иллюзии относительно чувств дяди к своему племяннику. И мы догадываемся, что самому Эрнесту Бёркхарту может быть предназначена роль следующей жертвы. Но Эрнест послушно, безропотно, покорно выполняет и это требование дяди. Агент Том Уайт говорит Эрнесту: «Не защищай его, сынок. Он вынуждал тебя делать страшные вещи, зная, что ты не откажешь». После суда происходит просто трагический по психологическому напряжению разговор супругов. «Что ты мне давал?» – спрашивает Молли. В ответ Эрнест произносит наивные и бессмысленные по своей сути слова: «Я бы ни за что не подпустил его ни к тебе, ни к детям». «Что ты мне колол? Что это было за лекарство?» – повторяет свой вопрос Молли. Эрнест мучительно пытается выдавить из себя хоть слово и, наконец, выталкивает: «Инсулин». Молли молча встает и уходит. Конечно же, Эрнест произносит явную бессмыслицу о том, что он якобы не подпустил бы Уильяма Хейла к своей семье. Ведь явно же уже подпустил. Но давайте постараемся понять, разобраться, не простить, но именно понять и разобраться в трагедии, которая разыгрывается в его душе, разрывающейся между чувствами к жене и неспособностью ослушаться психологически подавляющего его дядю Уильяма Хейла. Еще раз повторю, Эрнест действительно любит Молли, но при этом не может, не умеет защитить свою семью точно так же, как не может защитить даже самого себя. Напомню, опять же, он ведь подписывает и собственное завещание на имя дяди, хотя в глубине души не может не понимать, к чему все это ведет. И вряд ли это его очередная уступка, это безропотное подписывание собственного завещания, фактически собственного смертного приговора, может объясняться нелюбовью к самому себе. Поведение Эрнеста большей частью определяется слабостью, безволием, малодушием, отсутствием силы воли и твердости характера. Это его личная трагедия, перерастающая в ответственность и вину. На суде Эрнест говорит: «Я люблю свою жену, и это случилось абсолютно спонтанно». Дэвид Гран пишет в своей книге: 21 июня 1926 года Бёркхарт был приговорен к пожизненному заключению и каторжным работам. Однако окружающие заметили облегчение у него на лице. По выражению одного прокурора, теперь осужденный походил на того, чей ум свободен, поскольку он снял со своей измученной души бремя страшной тайны и теперь ищет покаяние и прощение. Прежде чем на него надели наручники и увезли в тюрьму, Бёркхарт обернулся и слабо улыбнулся Молли. Однако выражение ее лица осталось бесстрастным, даже холодным. В 1937 году, то есть через 10 лет заключения, Эрнест Бёркхарт был условно-досрочно освобожден. Впрочем, чуть позже он опять был осужден, на этот раз за ограбление. Еще позже, когда Эрнест Бёркхарт был опять на свободе и находился уже в преклонном возрасте, с ним увиделась его внучка, дочь его сына. Дэвид Гран передает в своей книге ее рассказ. «Когда мы впервые встретились, я была подростком», – вспоминала Марджи. «Меня сильно поразило, что выглядел он милым дедушкой. Он был очень худ, с сидеющими волосами и добрым взглядом. Он не ожесточился даже после стольких лет, проведенных в тюрьме. У меня в голове не укладывалось, что этот человек мог сотворить такое». Образ Эрнеста Бёркхарта из «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе может напомнить о герое знаменитого фильма Бернардо Бертолуччи «Конформист». Марчелло Клеричи
тоже слабый человек, который приспосабливается к обстоятельствам и любит именно так, как умеет, насколько умеет. Вроде бы и изо всех сил, но сил этих оказывается недостаточно, чтобы спасти, защитить любимую женщину или хотя бы попытаться сделать для этого все возможное. Вот так и Эрнест Бёркхарт. Трагедия не в том, что он лгал Молли о любви. Трагедия как раз в том, что он ведь действительно ее любил. Трагедия в том, что даже самая большая его любовь оказывается всего лишь вот такой – слабой, неспособной, недостаточной, допускающей ложь и предательство. А на что-то большее в сложившихся обстоятельствах Эрнест оказывается не способен. Большее, сильнейшее, лучшее чувство любви оказывается ему не по силам. Всего доброго и до новых встреч!